Всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Дмитрий D Tutors. Сегодня мы рассмотрим, как подготовить изображение для публикации в портфолио. В уроке поговорим о нодах Change Depth, Resize, Crop, Film Grain и Saver. Погнали! После того, как я перетаскиваю ноду Osio в окно просмотра, мы видим, что изображение формируется моментально. Остальные кадры также просчитываются очень быстро. Происходит это при помощи функции Cache to Disk. Напомню, чтобы ее активировать, нужно нажать правой кнопкой мыши на ноде и найти Cache to Disk. Также рядом с нодой есть иконка, показывающая, что используется кэш. В настройках указываем путь, где будет размещен кэш. Так как я уже просчитал изображение в кэш, я могу включить или отключить его. Чтобы удалить кэш, нажимаем кнопку удаления кэша. В окне Preview в правом верхнем углу видны размеры изображения 2560 на 1440, а также формат Float 16. Значение яркости пикселя не превышает единицы. Это происходит потому, что выше я использовал ноду Osio. Давайте включим Color Inspector, чтобы было удобнее видеть информацию о цвете. Несмотря на то, что яркость не превышает единицу, у нас по-прежнему Float 16. Для того, чтобы сохранить изображение для веб, нам необходимо перевести его в 8-битный формат. В этом нам поможет нода, которая регулирует глубину цвета. Чтобы ее добавить, нажимаем Ctrl плюс Space. Находим Change Depth. Далее совмещаем пины нода Osio с новой нодой. После активации ноды мы видим, что ничего не изменилось. Формат Float как был, так и остался. Для того, чтобы изменить значение, в настройках ноды в списке выбираем int 8. Формат Float мы не планируем использовать, поэтому выставляем int 8. Видно, что размер не изменился, но глубина цвета сейчас равна 8 битам. Исходное изображение имеет достаточно большой размер. Делал я это специально, чтобы в дальнейшем из разных участков изображения создать новые картинки. Также большой размер изображения может помочь с устранением шума, полученного при рендеринге. Чтобы уменьшить размер изображения, воспользуемся нодой Resize. Смещу ноду чуть правее, для того, чтобы отделить ее от основного дерева. В настройках видим основные параметры, позволяющие изменять размер изображения. Чтобы добавить ноду, нажимаем Ctrl плюс Space. В поиске пишем Resize. Далее соединяем предыдущую ноду глубины цвета с Resize. После активации ноды видно, что ничего не изменилось. Рассмотрим основные настройки, значение ширины, а также высоты изображения. Давайте в произвольном порядке попробуем изменить размеры. Сбросим настройки ноды к исходным. Для того, чтобы не менять значения в полях ширины и высоты, я воспользуюсь функцией Keep Frame Aspect. Если изменить ширину изображения, то после высота будет изменена автоматически в соответствии с исходным форматом. Например, пробуем изменить размер на 1440. Далее видим, что значение высоты автоматически изменилось. Это очень удобно. Если прозумировать, видно, что изображение стало менее детализированным. Происходит это из уменьшения разрешения, а также фильтра, который используется по умолчанию. В настройках ноды рассмотрим основные типы фильтров. По умолчанию используется линейный фильтр. Все они работают по-разному. Вот, например, Nearest Neighbor полностью отключает сглаживание. Прямые линии сейчас похожи на лесенку. Далее посмотрим, как будут выглядеть фильтры Box и Квадратик. Фильтры Sync и Langos
делают картинку более резкой. Для их обработки требуется чуть больше времени. Сейчас сравним Mitchell и Gaussian. После сравнения я все же решил использовать Mitchell. Кстати, для того, чтобы выровнять изображение по краям окна вьюпорта, вот здесь в списке можно выбрать Fit или нажать комбинацию клавиш Ctrl плюс F. Очень часто требуется перевести изображение в множество форматов. Для этого мы можем использовать функцию версии, которая есть в настройках ноды. После этого появится список пресетов, которые мы можем настроить. Выберу пресет 2 и поменяю размеры. Например, выставлю 1600, в настройках фильтров поставлю Sync. Давайте сравним, что у нас получилось. В первом кадре картинка меньшего размера и номер 2 с разрешением 1600. Для примера можно сделать третий вариант 1280 на 720. Фильтр изменить на Langos. Вот так работает нода Resize. Далее поговорим о ноде Crop. Давайте сделаем связь между нодами глубины цвета и нодой Crop. В настройках есть X и Y Offset, а также X и Y Size. Предположим, нам требуется уменьшить размер по любой из сторон, при этом сохранив значение другой стороны. В качестве примера я буду менять значение Y Size. Постепенно уменьшая значение, мы видим изменения только по оси Y. Значение X остается неизменным. Давайте оставим значение 800. Возникает следующий вопрос. Как поднять картинку, то есть ее скадрировать? Так как мы работаем с осью Y, нам нужно изменить Y Offset. При увеличении значения изображение смещается вверх. Еще немного меняю размеры по оси Y и продолжаю кадрировать. Если смещать изображение по оси X, мы увидим шахматный узор, говорящий о прозрачном фоне. То есть получается, что изображение просто смещается в рамках исходного разрешения. Чтобы сбросить значение к исходным, нажимаем на мелкую точку, которая находится вот здесь. Теперь пробуем уменьшить размер по оси X. Главное преимущество в том, что изменения по осям никак не влияют на пропорции исходного изображения. При уменьшении размера по оси X размер изображения остается прежним, что позволяет кадрировать и создавать крупные изображения. В настройках ноды есть возможность кадрирования с привязкой к центру. Это работает следующим образом. При изменении параметров привязка всегда будет к центру. Сейчас я сброшу настройки ноды к исходным. Снова изменим размер по оси Y и сдвинем изображение вверх. Это будет первый кроп. Чтобы создать еще один, новый, нажимаем на цифру 2. Меняем положение по оси Y и немного изменим размер. Снова пробую смещать изображение. Пробуем переключаться между вариантами 1 и 2. Ноды Crop и Resize я смещу правее. Сейчас поговорим о том, точнее так, то, от чего мы пытались избавиться, а именно шум. С помощью ноды Film Grain мы сделаем изображение чуть интереснее. Сейчас оно выглядит очень чистым и аккуратным. Чтобы добавить ноду, нажимаем Ctrl плюс Space, в поиске пишем Film Grain. Соединяем пин от предыдущей ноды с нодой, в которой будем настраивать шум. Давайте посмотрим, как будет выглядеть картинка с настройками по умолчанию. Как я уже говорил, в начале урока с помощью денойзера мы убрали шум. Сейчас
к уже готовому изображению я хочу добавить немного шума. Обратите внимание на эти участки. Они выглядят очень аккуратно и чисто, немного неестественно. После добавления ноды с шумом эффект получился очень и очень грубый. Первое, что я сразу изменю, это размер текстуры шума. Вот примерно так. Параметр силы напрямую влияет на количество шума в изображении. Также в настройках ноды в разделе Settings есть параметр Blend, который задает прозрачность эффекта. Если уменьшить шум через параметр силы, то плотность на некоторых участках может быть разной. Вот, например, сравните плотность шума здесь и здесь. Есть небольшая разница. Параметр Blend работает более аккуратно, то есть равномерно ослабляет полученный эффект. Следующий параметр, который я отключу, это монохром. После этого шум станет цветным. Чтобы максимально комфортно настроить цвет шума, параметр Blend выставлю на единицу. С помощью Color Strength можно задать силу цвета полученного шума. Низкие значения обесцвечивают текстуру. Я ставлю это значение примерно следующим. После этого изменю значение параметра Blend примерно так. Отлично. Теперь, для того, чтобы сохранить изображение на диск, нам потребуется нода Saver. Размер данного изображения 2560 на 1440, 8 бит. По умолчанию нода Saver расположена на панели избранного. Также можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl плюс Space и найти Saver. Перетаскиваем ноду с панели избранного, после чего появляется окно с настройками. Вот здесь выбираем нужный формат, например, JPG или PNG. Пишем имя файла и нажимаем Save. Чтобы нода заработала, ее нужно соединить с предыдущей нодой основного дерева. Давайте пробежимся по основным настройкам ноды Saver. Здесь указываем путь, где будет сохранен файл. Вот здесь можно изменить формат файла. Например, изменить на JPG или обратно на PNG. В настройках «Экспорт» все настройки я оставлю по умолчанию. В разделе «Формат» я отключу сохранение альфа-канала, просто потому что у нас на данный момент его нет, и мы его не используем. Параметр глубины цвета можно выставить на 8 бит. Делать это не обязательно, так как у нас в дереве есть нода, которая задает конвертацию из float в 8 бит. Уровень компрессии и режим гамма я оставлю по умолчанию. Конвертация гаммы здесь не требуется, так как мы используем OSIO с ACES. В разделе Settings я отключу работу с альфа-каналом. Для того, чтобы отрендерить изображение с 1 по 5 кадр, нажимаем кнопку Render. В разделе Frame Range указываем кадры. После этого нажимаем Start Render. Также нам нужно сохранить изображение после нод Crop и Resize. Выделяю ноду Film Grain, дублирую ее и размещаю над нодой Crop. То же самое делаю для ноды Resize. Единственное, что стоит сделать, это разместить ноду шума после Resize. Сейчас шум выглядит несколько грубовато, поэтому я изменю размер и прозрачность. После дублируем ноду Saver, меняем имя и соединяем с нодой Crop. То же самое делаем для ноды Resize. Так как у нас в общей сложности получается 3 ноды Saver, при рендеринге мы получим 15 изображений.
То есть на каждый кадр будет 3 изображения. Нажимаем рендер и запускаем просчет. На этом все. Итак, с помощью нод Crop и Resize можно делать большое количество различных изображений. В каждом кадре настройки нод можно анимировать. Спасибо, что досмотрели этот урок до конца. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к видео, телеграм-канале или чате Discord. Исходники к данному уроку вы можете найти в описании ниже. Подписывайтесь на канал. Удачи! Пока!